Такого я еще не пробовала. Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить очень необычный, но вкусный завтрак. Этим завтраком вы сможете удивить своих родных. Будем готовить с вами суфлейный омлет со спаржей. Даже название, я считаю, очень необычное и интересное. Так что ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на канал и давайте готовить. По поводу спаржи, берем вот такую зеленую спаржу. То есть не соевую, а именно настоящую растительную. Так, со спаржей нужно будет отрывать вот эти концы. Ну, как они надломятся, так они, собственно, и надломятся. Вот, допустим, вот так. И вот это мы выкидываем, а эту часть мы готовим. Для спаржи мы сейчас должны вскипятить воду. Можно в чайнике, можно в кастрюльке вскипятить, чтобы ее залить горячим кипятком. Пока вода кипятится для спаржи, мы ее пока что отложили. И теперь нам нужно желтки отделить от белков. Итак, сейчас мы белки с вами должны взбить до устойчивых пиков. То есть это достаточно долго будет, где-то больше 10 минут будем взбивать. Вот до такого состояния взбился белок. Устойчивый, видите, он вообще очень хорошо взбился. Даже вот не падает из тарелки. Так, теперь берем желтки, взбиваем их. Так, выливаем сюда сливки. Сливки у меня 20%. Добавляем молотый черный перец и солим. Солим по вкусу. Чуть-чуть так. Так, все это мы смешиваем. И теперь эти желтки добавляем в белковую смесь. Все перемешиваем. Итак, яичную массу мы пока что оставляем в сторону. Далее вода у меня вскипела. Кладу я сюда спаржу и заливаю кипятком. Оставляем где-то на 3-4 минуты. Теперь чеснок натираем на мелкой терке. Добавляем теперь чеснок в рикотту. Теперь нам нужно с вами натереть сыр. Сыр у меня пармезан. Берем твердый сыр, трем его также на мелкой терке. Примерно должно получиться где-то 3 столовых ложки сыра. Сыр я натерла, добавляем его также к рикотте с чесноком. Так, аккуратненько. И теперь нам нужно горстку орехов. Я взяла грецкие орехи. Немножко мы сейчас их ножом помелим. Теперь измельченные орехи выкладываем к сыру, рикотте и чесноку. И все это немножко еще подсаливаем. Все это мы перемешиваем. Чтобы рикотта хорошо смешалась с остальными ингредиентами. Итак, теперь берем спаржу, и если она у вас все-таки очень тонкая, то в принципе вы можете ее использовать целиком. Но у меня спаржа достаточно толстая, поэтому я ее разрежу хотя бы на половинку. Ну, можно даже еще и вот так. Все ингредиенты для омлета готовы, и теперь мы наливаем немного растительного масла. Ждем, пока оно разогреется, и будем выкладывать спаржу. Выкладываем спаржу разрезами вниз. Итак, теперь выливаем
яичную массу. Разравниваем, чтобы у нас все-таки более-менее такой круг получился. Омлет накроем немного крышкой, чтобы сверху он схватился, чтобы мы смогли сверху положить рикотту. Теперь выкладываем рикотту на одну часть. Ничего страшного, если она портит, так сказать, омлет, но по-другому не получится. Все равно мы закроем, и этого не будет видно. Берем лопатку и накрываем второй половинкой сверху. Так. Так, накрываем и теперь прижимаем к сковороде, чтобы по бокам также у нас пропеклось. Итак, суфлейный омлет со спаржей готов. Получился он очень красивый, пышный. Теперь я его сейчас разрежу и буду ждать, пока он остынет. Потом попробую. Такого я еще не пробовала. Омлет получился действительно очень суфлейным, пористым, нежным. И спаржа сочетается просто безупречно вкусно с орехами. Поэтому обязательно готовьте, удивляйте своих родных. Ставьте лайк на это видео, пишите ваши комментарии, понравился ли вам рецепт. И увидимся в следующем ролике. Всем пока!